Забавный факт, что Бали, вообще этот остров, называют островом разводов. И это не миф. Это на самом деле так. Вроде бы, казалось бы, люди с друг другом так хорошо ладят и на всю жизнь, но вот что-то происходит, люди прилетают на Бали, живут там и разводятся. Ну вот это так оно и есть. Вот хочется немножко порассуждать на эту тему, почему это происходит. Опять-таки, лично просто мнение такое субъективное. Смотрите, я так думаю, что, возможно, это происходит, опять-таки, из того, что я вот рассказывала уже про остров Бали, что он ассоциируется с какой-то новой жизнью. Люди приезжают туда для эмоционального, личностного роста, для поиска себя, каких-то новых смыслов в жизни, да, для переосознания всего, для переоценки. И часто происходит так в паре, что как-то, знаете, вот отношения, они уже больше не отвечают этим новым ценностям, которые появились у человека. Потому что, как мы говорили, да, это совершенно новая среда, новые нейронные связи. Человек, как бы, знаете, вылетает из своего привычного тела, да, которое жило на автомате, и как бы вылетает из себя и смотрит на себя. Ну, тут такая классная возможность посмотреть на себя со стороны. Вот. Плюс, знаете, как на острове проживает огромное количество там цифровых кочевников, digital nomads, да, там разные фрилансеры, и вот эти духовные искатели, и очень много людей живут как бы вне контекста привычного, да, вне этих социальных рамок. И вот тоже под влиянием, что другие так могут, и я тоже так могу, мне кажется, под этим влиянием человек тоже как бы, вот у него происходит эта переоценка и примерка на себя такого образа и в целом такого образа жизни. Также бывает очень часто, вот по моему опыту, я смотрю на знакомые семьи, знакомые пары. Обычно кто-то отвечает больше за стабильность, а кто-то больше за творчество, за расширение, за духовный рост. И вот часто тоже люди туда приезжают, и кто-то продолжает как бы придерживаться и идти исследовать своим ценностям прежним, а кто-то понимает, что он хочет большего. И он понимает, что как бы ценности уже, они не совпадают, интересы они не совпадают. И очень часто, мне кажется, еще и по этой причине это происходит, что кто-то хочет идти дальше, а кто-то хочет все-таки остаться на месте, чтобы было все как ему привычнее. Вот. Ну и в целом, да, Бали ассоциируется с таким островом, ассоциируется с началом новой жизни, да. И люди, у которых происходит какой-то рост и переоценка себя, они и переоценивают свои собственные отношения. И кажется, что эти отношения, они уже никак не идут, не ассоциируются уже с понятием «мы», и кто-то просто хочет большего, идет дальше, кто-то остается на месте. А может, это происходит, знаете, как приезжаешь и расслабляешь булки, как мы уже говорили, да, совершенно новая среда. Там присутствует все то же самое, что и в наших привычных странах, на наших родинах. По сути, там есть же та же рутина, те же обязательства там, перед детьми или там, работа и тому подобное, какие-то рутинные задачи, бытовуха, все присутствует. Но это как бы, знаете, ты к этому, что ли, не так серьезно относишься, больше относишься как к игре, да? Меньше в это все погружаешься, выдыхаешь, живешь в меньшем состоянии напряжения, и вот над тобой как будто меньше, да, этой обязанности, которая просто давит на мужчин, на женщин, должен, должна. И в целом, мне кажется, вы знаете, когда человек долго жил в стадии напряжения, да, в этом хроническом стрессе, и когда он все-таки, кому везет, конечно, когда они наконец-то осознают, что так больше не может
продолжаться, это все приведет к болезни, и все-таки надо собой заняться, надо себе уделить внимание и расслабиться. Вот тут то же самое, как-то ты приезжаешь наконец-то на остров, расслабляешься и тоже понимаешь, что ты не хочешь больше жить, как прежде. И у тебя совершенно полная переоценка всего происходит. Ну и, как я говорю, в том числе в тему отношений, да. Ты просто готов меняться. Но, как я сказала, по моим наблюдениям, в парах обычно очень редко такое происходит, когда вот есть полный синхрон, и все хотят идти за друг другом, и все хотят что-то не брать, а привносить в отношения. И все просто хотят, знаете, вот просто продолжать жить так, как все было. И хотя на самом деле они как бы даже не понимают, что к разводу в принципе приводят, да, отношения обоих. Это абсолютно дело обоих людей. И наоборот хорошо, когда происходит эта встряска, эти изменения. То есть поэтому я хочу сказать, что тут тоже нет такой оценки, суждения, что хорошо это или плохо. Да? Как бы мы привыкли, что у нас ассоциация с разводом и как это что-то плохое. Но на самом деле, знаете, как говорят на острове, да, ускоряется карма, ускоряется отработка. Тебя фаршируют этими уроками, да, этими кризисами. То есть это не то, что когда ты просто прилетел и отдохнул. Нет, мы сейчас именно говорим про какое-то более продолжительное время на острове, да, когда это становится уже твоей рутиной, твоим новым домом, и тогда и запускаются, конечно, разные процессы. То есть я не говорю про то, что ты прилетел на 1 или 2 недели и развелся, хотя, может, и такое бывает. То есть я говорю именно по какие-то более продолжительные процессы. Вот. И такое, в принципе, тоже присутствует на острове, это правда, что у тебя там, как я говорю, снимаются вот эти ограничения твоей осознанности, да, потому что, как я говорила, когда мы живем на автомате, то есть там осознанность, ну так, это наша природа такая, да, такой психологический момент. И вот когда эти границы расширяются, ты становишься более осознанным, ты внимательнее к себе относишься. И, соответственно, вот эти проработочки, они начинаются и приходят к тебе именно там, потому что ты более расслаблен, более внимателен. И, в принципе, видите, то есть это как бы и неплохо, да, может просто люди таким образом тоже ускоряют то, что могло бы произойти, в принципе, и уже каждый идет своим путем, своими ценностями новыми. Друзья, если вы собираетесь отдохнуть на Бали, либо переехать на Бали на более продолжительный срок, и вы нуждаетесь в информации, лайфхаках, в советах, вы хотите быть более уверенными, вы можете записаться ко мне на личную консультацию, мы с вами созвонимся. Встреча наша будет длиться около часа или 1,5. Я дам вам абсолютно всю информацию, вас интересующую, отвечу на все ваши запросы. Консультации я готовлюсь очень педантично и ответственно. Я исследую именно ваш запрос и высылаю после нашей встречи подробный гайд в PDF. Я, как мама 2 детей, которые практически родились и всю свою жизнь прожили на Бали, могу вам дать огромный пласт полезной информации, успокоить вас, предостеречь от чего-то. И таким образом вы максимально будете готовы к поездке на Бали. Еще нет ни одного недовольного клиента. Ссылка на всю информацию подробную, на отзывы довольных клиентов, также на мой контакт будет в описании.